Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 26 декабря. Сегодня у нас вторник. Обращаем ваше внимание, что у нас сегодня день, последний день растущей Луны. И сегодня очень важно, чтобы вы очень четко и легко настроились на энергии, которые идут из космоса. Также обращаем ваше внимание, что сегодня день Великой Соли, и обязательно бросьте щепоточку соли в окно для того, чтобы изменить свою судьбу, для того, чтобы перед Новым годом привлечь те блага, которые вам действительно нужны. Давайте вместе с вами разбираться, что же этот день несет в себе и на какие моменты, советы и рекомендации вам обязательно стоит обратить внимание. Итак, друзья, сегодня 26 декабря, 14 и 15 лунные сутки. Обращаем ваше внимание, что у нас с вами растущая Луна в знаке зодиака Близнецы до 18 часов 15 минут по московскому времени. Ну а далее переходит в знак зодиака Рак. Что же этот день, друзья, несет в себе интересного и прекрасного? Дело в том, что именно этот день удачен для начала любого важного дела. Все, что вы думали, все, что вы хотели, вот именно в этот день, 26 декабря, обязательно реализовывайте. Сегодня очень большой поток энергии идет из космоса. Поэтому все начатое в этот день, 26 декабря, обязательно удастся легко. И это самый сильный, самый мощный день месяца. Он является одним и из самых счастливых. Поэтому ваши активные решительные действия помогут вам в этом. Поэтому, девочки и мальчики, обязательно сегодня, именно перед полнолунием, когда энергии достаточно много, отправляйте только в созидательное русло. Конечно же, многих людей, ввиду того, что много энергии, они не знают, как управлять, и могут, наоборот, ругаться, спорить, конфликтовать. Ни в коем случае не позволяйте никому, чтобы вас отвлекали или вносили коррективы в вашу жизнь. Также сегодня не стоит распыляться на мелочи. То есть в вашем окружении могут появляться люди, которые, знаете, вот будут щипать вас, убирать вас от главного, знаете, уводить. Этого не стоит обращать на это внимание. Если вы что-то задумали в этот день, 26 декабря, так и делайте. Кроме того, обращаем ваше внимание, что у нас с вами близится вот уже последние дни, и очень многие люди готовятся к Новому году, потому что это следующий год очень важен, ну а к нему нужно подготовиться. Поэтому, если вы сегодня вот спланировали какие-то цели, задачи, делайте, не реагируйте на внешний мир и на тех людей, которые вам пытаются что-то доказать и объяснить, например, что вы что-то не так делаете, или вы неправильно думаете и так далее, и так далее. Помните о том, что вы должны чувствовать себя и свое сердце, оно у вас особое, и оно вам всегда подсказывает, только вы почему-то пытаетесь закрыться и не слышать ни себя, ни свое тело, ни свою душу. А так делать нельзя. Также постарайтесь в этот день уделить внимание чему-то важному. Например, сегодня вы задумали, что будете готовиться к Новому году и будете покупать подарки для своих родных и близких. Вот и посвятите этому весь день. Или вы, например, сегодня планируете разработать меню на новогодний стол. В таком случае постарайтесь пересмотреть информацию, возможно, видео, всевозможные чаты и так далее, и так далее. И выберите именно то, что действительно вот в новогоднюю ночь вам принесет вот такую радость и умиротворение. Также обращаем ваше внимание, что некоторых людей сегодня возможны перепады настроения, потому что все-таки ввиду того, что последний день растущей Луны, идет достаточно сильная перегрузка, и, соответственно, люди не все понимают и осознают, что делать. Поэтому, если вы чувствуете, что вас в какой-то степени коробит, и вы не знаете, куда деть энергию, самый простой способ – это спорт, физические какие-то упражнения, или как возьмите физическую какую-то
работу сделайте. Ну, например, возле дома у вас много снега выпало. Ну, вот возьмите, почистите. Конечно, вы скажете: ой, мое здоровье, ну что вы. Вы должны понимать и то, что все у нас с вами в голове. Хотите что-то менять, меняйте. Ну, а если вам не нравится и вам удобно сидеть вот в болоте и еще накрываться листиком вонючим и считать, что так нормально, ну, живите такие, наслаждайтесь. Ну, а Вселенная всегда все видит и все слышит. Знаете, можно друг друга обмануть, можно украсть что-либо и так далее, и так далее. И да, многие думают о том, что ой, мне ничего за это не будет. От человека и не будет, но есть Вселенная, есть высшие силы, которые всегда все бдят, все знают и записываются это все в информационном поле Земли. И в самый неожиданный момент человек получает то, что он получает. Поэтому все-таки старайтесь жить по Божьим законам. Как вы знаете, и все-таки недаром были придуманы определенные правила, и многие люди, к сожалению, сейчас их переступают и считают, что им за это ничего не будет. Но вы знаете, всему свое время. Что же касательно бизнеса и денег, обращаем ваше внимание, что сегодня нужно быть максимально активным человеком. Занимайтесь любыми проектами, которые вы знаете, что вам принесут деньги. Также, возможно, вы сегодня можете заключать контракты, сделки, потому что это все будет достаточно удачными. Что самое важное, это принесет обязательно вам рано или поздно прибыль. Также, если у вас есть какие-то финансовые вопросы, которые вы долгое время не могли решить, попробуйте сегодня в этот день заняться ими, и обязательно у вас это получится. Также любые коммерческие мероприятия, если у вас есть в этот день, то знайте, что они достаточно легко пройдут для вас. Поэтому пробуйте, делайте. Также вам сегодня могут приходить предложения, например, вы работаете в торговле или в сфере услуг, и вам сегодня могут давать какие-то интересные задачи, советоваться с вами. Планы писать на следующий 2024 год обязательно не игнорируйте. Принимайте информацию, знаете, всему свое время, и вы увидите со временем, что вы не ошиблись. Также сегодняшний день прекрасен и для поездок, для командировок, для перемен, которые связаны именно с работой. Поэтому пробуйте, у вас обязательно все получится. Также сегодня день хорош для общения, поэтому сегодня общайтесь, обсуждайте, даже, возможно, у вас есть сегодня какие-то планы на Новый год, на Рождество, где отдохнуть, что вы будете делать через полгода, обязательно это проговаривайте. Вот сегодня достаточно плодотворный день во всех планах, поэтому ваша задача говорить. Но помните, вы творец, вы создатель своей жизни, и ни в коем случае не мыслите, не думайте в негативном ключе, потому что это рано или поздно вам вернется. А этого нам точно не стоит. Что же касательно здоровья в этот день, 26 декабря, обратите внимание, что сегодня день хорош для сухого голодания. Но в то же время сегодня не стоит курить, сегодня не стоит переедать. И сегодня обязательно обращайте внимание на свое зрение. Также старайтесь сегодня есть как можно меньше соленых продуктов питания. Старайтесь не есть горькое, сладкое. Вот хорошо сегодня употреблять орехи, каши варить. Также, если вы сегодня заболели, то знаете, вот именно в этот день это все очень легко и быстро проходит. Что же касательно стрижки волос, друзья, в этот день, 26 декабря, то стрижка будет способствовать улучшению финансового положения, увеличению собственности и благорасположения начальства. Поэтому пробуйте сегодня, если у вас нет заняться сегодня стрижкой волос и нет времени даже забежать на пару минут к своему парикмахеру и заодно поздравить с наступающим Новым годом, Рождеством, то тогда просто возьмите расческу и расчесывайте время от времени сегодня свои волосы. Но также сегодня обратите внимание на то, чтобы, возможно, ваши волосы должны быть обязательно чистыми и ухоженными. Уделите внимание своим волосам, сделайте как вариант масочку. На что еще стоит обратить внимание? То, что сегодня нужно быть достаточно активным человеком, стремиться сделать то, что, возможно, вас вдохновит и покажет, как вам нужно дальше двигаться и так далее.
Также сегодня к вам может поступать информация. Это может быть и различная информация. Здесь ваша задача не расстраиваться. Сегодня ваша задача не опускать руки, потому что где-то эта информация может быть неправильная, неточная, поэтому перепроверяйте и обязательно перед тем, как принимать какие-то конкретные решения, обязательно посоветуйтесь, потому что много будет поступать информации, и иногда эта информация будет, возможно, даже вас сбивать с толку. Также уделите сегодня внимание своим глазам, зрению, не стоит перенагружать. Поэтому если в вашем регионе есть солнышко, нету плохой погоды, ну а вы знаете, у погоды нет плохой погоды, то обязательно выйдите и хотя бы полчаса подышите свежим воздухом. Также сегодня, как мы уже сказали ранее, хорошо общаться с начальством, обсуждать любые рабочие вопросы, в том числе сегодня можете обсуждать карьеру, зарплату, бонусы. Знаете, это будет принято достаточно положительно. Также сегодня хорошо менять место работы, пробовать, проходите собеседование, не бойтесь. Что же касательно недвижимости, друзья, тоже прекрасный, чудесный день, как продавцов, для покупателей, риэлторов. Поэтому, пожалуйста, пробуйте, продавайте, покупайте. Вы покупкой останетесь довольны. Также сегодня благоприятный день для зачатия. Сегодня полезна любая физическая нагрузка и работа. Также сегодня прекрасный, чудесный день для домашних дел. А вот сны, которые приснились в эту ночь, не несут никакой важной информации, поэтому не стоит им придавать вот какого-то такого вот важного значения. Обращаем на это ваше особое внимание. Далее, друзья, мы с вами посмотрим, что же нам говорит Архангел Михаил на этот день, 26 декабря. И вы знаете, выпала карта, которая звучит на этот день следующим образом: простите себя, вы не сделали ничего плохого. О чем нам хотят сказать высшие силы? А высшие силы хотят нам сказать о том, что вы на данном этапе в своей жизни вините себя в каких-то проблемах, в каких-то ситуациях, в которых вы оказались. И вы ищете, как вы это можете решить, но считая, что вы во всем виноваты. Вы должны это убирать в эту негативную программу из своей жизни, потому что когда вы вините себя постоянно, когда вы себя терзаете, грызете изнутри, знаете, у вас ничего не получится не реализовать, не сделать, не обрести счастье. Поэтому очень важно, вот Архангел Михаил, вот сегодняшний волшебный день даже нам говорит через карту, что вот то, что случилось в прошлом, оно должно остаться в прошлом, его нужно отпустить, вы его изменить уже не можете при любой ситуации. Кроме того, когда вы постоянно обвиняете себя в чем-то, вы также вредите своему здоровью. И чем дольше вы грызете себя, тем больше вы привлекаете негатив, а также всевозможные болезни. Поэтому отпускаем ситуации, как бы вам не было больно, тяжело, знаете, все равно высшие силы всегда на вашей стороне, они всегда вам помогут. Другой вариант, что, возможно, на это нужно время, но помните о том, что у высших сил всегда есть ответы на все вопросы, только не каждый должен знать вот ответ. Понимаете, если мы бы с вами знали все бы ответы на вопросы, наша жизнь была бы неинтересна и скучна. Так мы с вами каждый божий день стремимся к чему-то, стараемся понять и так далее. Ну и молитва, друзья, которую мы рекомендуем вам прочитать в этот день, она звучит следующим образом. Я прошу тебя помочь мне избавиться от самообвинений и простить себя. Прошу, помоги мне избавиться от гнева и страха по отношению к другим. Спасибо тебе, Архангел Михаил, что даешь мне чувствовать уверенность и мир. Напоминаю вам, что слова этой молитвы будут в описании к этому видео. Ну и так как, друзья, сегодня день у нас с вами великой силы, обязательно в любое время, очень хорошо, если вы эту практику сделаете на работе,
И обязательно сделайте ее дома. Итак, возьмите буквально щепотку соли, откройте окно, и на эту соль, которая находится у вас в ладошке, скажите следующие слова. Соль волшебная открывает мне дорогу достатку и изобилию. Истина, да будет так. После этого бросаем вот эту щепоточку соли, закрываем окно и желательно 10-15 минут ни с кем не общаться. А в этот момент представлять, что действительно в вашей жизни приходит и изобилие, и достаток, благополучие, здоровье, радость, мир и все те мыслимые и немыслимые блага. Также, девочки и мальчики, напишите эту фразу в комментариях к этому видео. Соль волшебная открывает мне дорогу достатку и изобилию. Истина, да будет так. Вот такой, друзья, у нас с вами день 26 декабря. Мы вам всем желаем всего самого наилучшего. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.